В этом коротком фильме вы сможете собственными глазами увидеть особенности жизни представителя одной из самых скрытных групп насекомых – короедов. Уссурийский полиграф. Этот чужеродный дальневосточный вид за относительно небольшой промежуток времени успешно обосновался в темнохвойных лесах Сибири. Замысловатые узоры, которыми покрыты стволы мертвых деревьев пихты, результат деятельности тысяч семей короеда. Практически каждое дерево пихты, погибшее в этом регионе за последние 5 лет, покрыто этими следами от корней до самой вершины. Пыльцеходный лубоед, обычный обитатель погибающих деревьев этой хвойной породы, за это время стал очень редок. Он просто не выдержал конкуренции с чужаком, немногим превосходящим его по размерам. Основная причина успешности уссурийского полиграфа в этой борьбе – его агрессивность. Каждая капля смолы на коре этой пихты – попытка поселения короеда. Дерево тратит очень много ресурсов и энергии на выработку защищающей его смолы. А на месте вбуравливания жука образуются глубокие некрозы. Первые погибающие деревья заметно выделяются своим ярким красным цветом на фоне зеленого полога крон темнохвойной тайги. После множества атак короедов защитные механизмы дерева значительно ослабевают. На коре хорошо заметны незалитые смолой входные отверстия. Самцы-первопоселенцы, вырабатывая феромоны, привлекают самок. Самки подталкивают самцов скаты над крылья, поторапливая их. На дереве формируются многочисленные семьи короедов. На протяжении нескольких дней они вбуравливаются в ткани дерева. Достигнув древесины, самец образует брачную камеру. Теперь самка может проникнуть в подготовленную самцом полость и начать прокладку маточных галерей. Самец этим временем занят расширением брачной камеры и помощью самки в очистке ходов от буровой муки. Хотя на первых порах она и сама с этим справляется. Время от времени самец посещает самку в маточной галерее. После чего возвращается в брачную камеру для того, чтобы исполнить для своей избранницы песню ухаживания, подобную той, что исполняют кузнечики и сверчки, но настолько тихую, что она еле уловима для человеческого уха.
Звуки, возникающие в результате движений самца, выступают в качестве своеобразного сигнала для самки о том, что он готов к спариванию и предшествует каждому акту копуляции. Вот он приглашает самку в брачную камеру. Самцу приходится развернуться внутри входа. Происходит оплодотворение. Оно длится около минуты. После этого короткого свидания самка продолжает прокладку маточного хода. По бокам маточной галереи самка выгрызает специальные ниши, в которые она помещает откладываемые яйца. По мере созревания оплодотворенной яйцеклетки брюшко самки сильно увеличивается в размерах. И как раз к моменту откладки яйца она успевает подготовить камеру. Самка откладывает яйцо прямо в маточном ходе. После чего, помогая себе лапками, она постепенно продвигает его под собой и заталкивает в заранее подготовленную камеру. Для защиты яиц от различных негативных факторов она плотно запечатывает их буровой мукой. При укладке этого яйца самка нечаянно повредила его оболочку. Находящийся внутри эмбрион, конечно же, погибнет, но он может стать питательной средой для развития различных патогенов. Она не может подвергать опасности все свое потомство. Самке приходится съесть его. Эта неудача не останавливает самку, и она продолжает прокладывать ходы. Длина одной галереи составляет в среднем несколько сантиметров.
самка прокладывает 1, 2 или 3 маточных хода. Яйцевые камеры она располагает по обе стороны маточной галереи. В среднем плодовитость самки составляет около 45 яиц, в каждом из которых с момента откладки уже теплится жизнь. Для того, чтобы проследить за его развитием, мы ускорим этот процесс. Уже на третий день сквозь оболочку яйца мы можем видеть еле заметные движения формирующегося эмбриона. К пятому дню внутри хориона уже хорошо различима головная капсула и темнеющие челюсти личинки полиграфа. Вылупление личинки обычно происходит в среднем на 7-й день. Сразу после вылупления она съедает оболочку своего яйца и приступает к питанию лубом. По мере питания она увеличивается в размерах, продвигается вперед, оставляя за собой темный след из плотно утрамбованных экскрементов. Примерно через 2 недели личинка начинает готовиться к своему следующему превращению. Она подготавливает расширенную куколочную камеру, и лишь ускоренная съемка позволяет нам увидеть, что даже в этот момент она не остается неподвижной. Личинка сбрасывает свои покровы и превращается в куколку. Система галерей, проделанных короедами, со своим специфическим микроклиматом становится настоящим пристанищем для самых разнообразных созданий. Клещи. Обычно они питаются мицелием и спорами сапротрофных грибов. Эта группа проявила интерес к хозяйке хода. Взрослых жуков для завершения развития и размножения покинули паразитические нематоды короедов. Столь тесное соседство с этой личинкой паразита Deinonychus eupterus для личинки полиграфа закончится смертью, а паразит закончит развитие в чужой куколочной камере и превратится во взрослое насекомое. Например, такое, как этот самец.
Численность паразитов порой бывает столь высока, что под корой можно обнаружить только их куколок. Эти две небольшие мухи-короедницы, передвигающиеся боком по коре пихты, самые массовые хищники уссурийского полиграфа в регионе инвазии. Личинки Мелитера пенициллята словно специально созданы для поиска жертв в ходах короеда. Достигнув своей цели, хищник острыми стилетами прокалывает покровы жертвы и съедает ее буквально изнутри. Нападению подвергаются даже куколки. Зачастую личинки уссурийского полиграфа становятся жертвами и этих проворных жуков-хистерид. Судьба этой личинки предопределена. Внутри ходов полиграфа встречаются и такие несоразмерно крупные обитатели, как эта личинка хищного жука-пестряка. Протискиваться в этих тесных ходах она помогает себе специальными выступами на заднем конце тела. Мощные челюсти этого хищника прервали вереницу превращений и этой личинки полиграфа. Некоторая часть личинок в этой семье погибла от болезней, стала жертвами паразитов и хищников, однако большая часть все же продолжает развиваться, а некоторые уже достигли стадии куколки. Около недели ее покровы темнеют. Она все больше и больше похожа на взрослую насекомое. Так происходит очередное, последнее превращение в жука. Только что отродившийся жук имеет совсем светлые покровы. Во время дополнительного питания, которое продолжается около 2 недель, тиновый экзоскелет жука темнеет и становится крепче.
Вы стали свидетелями полного цикла превращения этого жука. Десятки тысяч его сородичей вместе с ним покидают дерево, на котором они развивались в течение 1,5 месяцев. Дерево погибло. На протяжении периода развития оно служило убежищем и источником пропитания для целой армии короедов. Так, от дерева к дереву они лавинообразно наращивают численность и приводят к гибели целые пихтарники. Происходящие изменения негативно сказываются на всех аборигенных обитателях темнохвойных лесов Сибири, в особенности на тех из них, что тесно связаны с пихтой сибирской. Ранее массовые виды уже столкнулись с проблемой обеднения кормовых ресурсов. Дальнейшая судьба сибирских пихтарников и их обитателей теперь находится под вопросом, ответ на который может дать только время.